приехал, буду жить на пособие и ржать с поляков, там, которые платят мне со своих налогов пособие. Эмигранты должны вызывать жалость, а не приезжать тут, занимать рабочие места и уверенно говорить о своем хорошем положении. Вот такой комментарий был написан под одним из наших прошлых видео на польском языке, потому что много поляков смотрит наш контент, несмотря на то, что я говорю по-русски, хотя я белорус, у нас 90% людей говорит по-русски в стране. Сейчас много переходит на белорусский, за это им большой респект, очень круто, но не все могут себе позволить так быстро переключиться, не все хотят, не все по-разному смотрят на это, тем более сейчас мы в Польше, и нам нужно учить польский язык. Я уже попытался сделать одно видео на польском языке про голубой домик, у меня это получилось плохо, мне написали в личку, причем что в комментариях ни одного поляка не написало ничего плохого, все пишут, хвалят, молодец, стараешься. Я знаю, что поляки действительно любят, когда люди, приехавшие сюда, пытаются учить язык и говорить на их языке. Это первый признак того, что человек, во-первых, уважает местные правила, традиции, язык и пытается влиться в среду. Но очень сложно, очень сложно. Вот сейчас мы в саду, тоже у нас был родительский пикник, мы собирались, все говорят, и они нас приглашают, зовут вроде вот, но барьер ужасный, очень сложно влиться и начать говорить. Так вот, под этим видео никто ничего не написал, которое я делал на польском, но написали в личку знакомые, что типа, ребята, ну это ужасно, так не говорят. Конечно же, уверенность в себе падает. Ну как бы типа пофиг, я сделал, как сделал, но вот попытался, видео не зашло, реакция не очень, в общем, как бы уверенность в себе по поводу польского языка и, ну, немножко еще притопилась, и вот таким образом опять я возвращаюсь на родной язык. Конечно, в любом случае излагать мысли на родном языке, на котором тебе удобно думать с самого детства, на котором с тобой разговаривали мамы, папы, в школе, друзья, и с которым ты вырос, конечно, проще. Вот, и поэтому я эту тему сейчас тоже раскрываю на русском языке. Так или иначе, мы делаем профессиональные субтитры на каждом из языков через нейросетки, через искусственный интеллект. У нас очень качественные субтитры, поэтому очень удобно читать, смотреть. И стараюсь именно сейчас, вот писали уже замечание, говори медленнее. Буду говорить медленнее. Так вот, мне хотелось бы обратиться к полякам, образованным полякам, интеллигентным полякам, которых большинство. Ну да, мы живем в Варшаве, ну и общаемся с тем, с кем общаемся, и я вижу, что поляки это очень интеллигентные люди, очень здравомыслящие во многом, очень вежливые, культурные. Конечно, я понимаю, что Польша огромная, много людей живет в деревнях, как нам говорили тоже об этом, что вот вы тут говорите о городах, там, будучи в Варшаве, типа, езжайте в деревню, посмотрите. Конечно, там будут другие поляки. Польша огромная. На востоке одни поляки, на западе другие поляки. Культура, язык, наречие отличается, говор отличается. Это понятно, естественно, так в каждой стране. И это нормально. И хотелось бы узнать, что думают на эту тему поляки. Разные поляки. Короткое объявление. В нашем телеграм-канале мы собираем полезную информацию о жизни в Польше, надежные агенты по поиску аренды жилья и покупки недвижимости, страховки, мобильная связь, стоматология и многое другое из личного опыта. Подписывайтесь, кому интересно. Современный мир таков, что ни одна страна сегодня не будет обходиться без иммигрантов. Глобализация полным ходом, вот эта тема с открытыми границами, сами поляки уезжают массово уже годами в другие страны, об этом тоже свидетельствует комментарий, это факт, об этом не будем спорить, что много поляков живет в Лондоне, в Штатах, возможность перемещаться по Европе и жить в Европе, конечно, открывает границы для поляков, потому что они едут туда за лучшей жизнью, а в Польше сейчас количество большое мигрантов, тоже, которые приехали за лучшей жизнью в Польшу из стран, где хуже, с Востока, так поляки нас называют, восточные люди с Востока, да? Нормальное стечение обстоятельств, потому что Польша сейчас одна из самых крутых стран в Европе по уровню жизни, по развитию и по отношению к
бледнолицым иммигрантам. Но так получилось, что белорусы, украинцы и русские даже, можно сказать, я понимаю, что сейчас полетят булыжники в мой огород, но все равно мы внешне похожи, и ассимилироваться здесь проще. Все равно тому же человеку из России здесь будет проще ассимилироваться, чем человеку из Африки. И вот такие особенности вот для иммигрантов здесь. И люди сюда едут за лучшей жизнью, потому что они ее здесь находят. Я общаюсь с друзьями, которые переехали сюда уже давно, работают и имеют нормальную жизнь, нормальный уровень жизни. Тот уровень, который не могут иметь у себя на родине, не могли иметь у себя на родине, занимаясь этой же работой. Да, есть свои плюсы, минусы, это абсолютно нормально, везде будут свои плюсы и минусы, нет абсолютного черного и белого такого, что здесь рай, там плохо. Вот эта система плюсов и минусов в жизни, каждый выбирает себе вот это соотношение под себя, где ему лучше. И вот вопрос состоит в том, что какие иммигранты будут всегда плохими или хорошими для местного населения. Как мне кажется, иммигранты, которые имеют максимальную культурную близость к полякам, если мы говорим про Польшу, да, вот как, допустим, мы белорусы, украинцы, пускай те же русские, нет, больше, меньше, неважно, я думаю, адекватный человек понимает, если это не тот человек, который заряжен, что, спердали и все, понятно, такого безмозглого тоже хватает, это тоже пишут. Но мы сейчас говорим про нормальных, адекватных людей, которые умеют пользоваться тем, что там в голове, пользоваться по назначению мозгами, думать, анализировать ситуацию. Просто интересно. Такие мигранты, которые приезжают из близких, максимально близких культур. Мы были с Польшей одним государством очень долго. Поляки очень к этому тоже трепетно относятся. Поляки очень сильно за историю. Часть Украины тоже была частью Речи Посполитой. К тому, что наши культуры очень близки, и вот такие мигранты, приезжающие сюда, которые внешне похожи, по крови перемешаны, тоже где-то близки. Мы переехали сюда, вот у нас есть корни. Я рассказывал моего прадедушки довод особиста столетней давности, я показывал в видео. Дети таких иммигрантов, как мы, они уже становятся поляками. Они уже говорят без акцента, они уже будут жить в контексте. Да, я вырос в Беларуси, я буду вне контекста. Общаясь с ровесниками поляками, я не пойму приколов каких-то, фильмов. Я вырос в Беларуси, у нас там своя тусовка, свои друзья, свои фильмы, музыка, все другое. И ровесник мой поляк, работодатель, или там общаться, тусоваться, дружить, конечно, поляк выберет поляка. И это же нормально, потому что ему комфортнее. Он может ко мне хорошо относиться, он говорит, там Дима классный парень, он там нормальный чувак, мне с ним комфортно, можем выйти попить пивка, встретиться с семьями, но в каких-то мелких моментах все равно подсознательно ему будет ближе свой. Это база, это нормально. Но чтобы он ко мне вообще в целом относился на равных, как к человеку, с уважением, должен ли я, как иммигрант, приехавший сюда, вызывать жалость? Или он будет относиться ко мне на равных, как к человеку в целом, с уважением, если я буду не вызывать жалость, а пытаться создавать себе условия жизни достойные. Не вот жалость, типа, вот мы приехали, боже мой, простите нас, что мы вообще приехали. Если я работаю, содержу семью, поддерживаю нормальный уровень жизни, плачу налоги, учу язык, что-то не получается, там не могу найти нормальную работу, не могу выучить нормальный язык, но я пытаюсь это делать. Я пытаюсь это делать уверенно, не нагло, не нахрапно, типа приехал, там буду жить на пособие и ржать с поляков, там, которые платят мне со своих налогов пособие. Нет, если я пытаюсь создать себе достойную жизнь и вести достойную жизнь с уважением к стране, в которую я приехал, к людям, которые рождены, которые являются гражданами этой страны, но в то же время с уважением и к себе, не позволять хамского отношения к себе даже со стороны местного населения, потому что никто не имеет права относиться друг к другу по-хамски. Быдло, оно везде быдло, и его много везде в процентном соотношении. Если иммигранты сюда приезжают, и это, допустим, интеллигентная масса, вот из Беларуси сюда едет очень много классных, интеллигентных, образованных, хорошо зарабатывающих людей, а у какой-то прослойки местного населения вызывает негатив. Те, кто, допустим, есть поляки, которые зарабатывают меньше белорусов, которые айтишники, которые руководящие посты занимают, или просто грамотные бизнесмены, там открывают заведения. Это вызывает негатив у поляков, что приехали сюда и
живут здесь хорошо, катаются на крутых машинах. В основном я сейчас говорю про белорусов. Я не знаю про другие нации, не могу, вообще стараюсь не делить людей на нации. Я смотрю на конкретного человека, на его поступки, на его взгляды. Есть люди, которые прям, да, выходят из своих тачек, прям у них вот по вот этому вот месту, где должно быть лицо, видно отношение к тебе, к окружающему. Стоит он, бля, я тут, бля, приехал. Все тут на колени передо мной, все преклоняют. Есть вот эта вот прослойка, это есть. Каким-то случайным образом или нечестным образом, не знаю, разбогатевшее быдло, у которого нет ни налета интеллекта на лице, ни культуры, ни воспитания, общения между собой, взаимодействие с окружающими. Это люди, которые вот только мое. Все, и они просто по головам растопчут, не глядя в это. И да, такие тоже есть, конечно. Они есть везде. Они приезжают сюда, и им плевать, местные, не местные, свои, чужие. У них нет, у них есть только я. И вот, конечно, я понимаю, что такое может раздражать, и оно раздражает всех. И даже и соотечественников этих же чуваков тоже это раздражает. Это не может не раздражать. Но есть огромная масса классных иммигрантов, которые приезжают в Польшу и делают Польшу лучше. Они везут сюда самое лучшее. Они приезжают с культурой, внутренней культурой. Они приезжают с лучшим, что только могли взять и привезти с собой. И они все это здесь оставляют. Открывают заведения, несут сюда сервис, несут сюда свое видение чего-то классного, модного, современного, интегрируют это в Польшу. Свой хороший доход, какая-нибудь условная, вежливая, культурная семья, которая любит Польшу, которой нравится все, благодарна, они здесь там делают документы, живут, они оставляют весь этот доход тут. Их дети растут интеллигентными, вежливыми, культурными, достойными людьми в Польше, уже с перспективой иметь польские документы. Это будущая единица классного, достойного гражданина Польши, который выращен классными, адекватными людьми. Это же прекрасно. И здорово, что сюда приезжают иммигранты. То есть, я считаю, что хорошо, когда в страну едут иммигранты, которые не вызывают жалость. Какую пользу принесут стране люди, которые вызывают жалость? Понятно, что есть люди, которые попали в большие проблемы, приезжают, им нужна помощь. И очень круто, что страны, как Польша и вообще Евросоюз, но Польша вот в частности много помогала, приютила людей и давала какие-то возможности просто чувствовать себя человеком, вернуться к жизни, устроиться на работу. Были какие-то снятые ограничения, снижены планки по легализации, еще там какие-то пособия, это все было. Но да, есть люди, которые просто думают, зачем мне вообще что-то делать, я просто буду так делать. Жесть, это жесть, жесть. Но я уверен, что среди поляков, которые уезжали туда жить, тоже много такого. То есть дело не в национальности, дело в человеке. Касательно себя и своей семьи, я считаю, что мы далеко не худший человеческий ресурс, который переехал сюда, в Польшу, чтобы строить свою жизнь. И я понимаю, что мы можем принести Польше что-то хорошее. Как минимум, мы не несем плохого, и мы не требуем, чтобы нас тут содержали, чтобы нам тут что-то давали. Мы что-то пытаемся каким-то образом жить сами, строить свою жизнь, достойную жизнь. На правах иммигранта, конечно, я считаю правильным отстаивать свои границы. Когда тебе местные хамы оскорбляют тебя, пишут какую-то ересь или там как реагировать на комментарии, там «Враться до щебя! Едь на фронт!» Это люди, которые открывают канал или видео, даже не удосужились разобраться, откуда я, из какой страны отправляют меня на Украину. Поэтому я, по сути, к негативу, к такого рода негативу в комментариях спокойно отношусь, потому что какое отношение имеет ко мне мнение человека, который не уважает сам себя? Он даже не понимает, что он пишет. Я уже не раз декларировал свое отношение к Польше, к полякам на этом канале. Кстати, одни из самых популярных видео про Польшу, про поляков. Самое важное всегда быть человеком и отвечать за себя, за свои поступки, за свои действия, за свои слова. Буду рад почитать ваши комментарии на эту тему. Должны ли иммигранты вызывать жалость? Вот жалость, пожалуйста, примите, приютите, простите за то, что мы просто существуем. Или мы должны
приехав в страну, нести что-то хорошее, строить достойную жизнь для себя и участвовать в развитии жизни страны, в которой мы собираемся жить. С радостью почитаю ваше мнение. Увидимся в новых видео. Пока-пока.